вы помните эту самую историю, что Рахиль была как бы любимой женой, Лея не очень. А этот, Лея непрерывно рожала детей, мальчиков, так сказать, и вот которые стали, как бы сказать, основателями этих колен, да. А вот у Рахили там, ну, в общем, сложный процесс был. И вот я подумал, знаете, это еще давно когда-то я читал, что, может быть, здесь тоже, вот, знаете, намек на некую высшую идею справедливости, понимаете? Ведь он женился на обоих, так, значит, и, видимо, явно вот об этом тоже как-то, вот об этом есть упоминание, он явно как-то вот предпочитал Рахиль, понимаете? Это, как, ну, наверное, это в семейной этой жизни как-то проявлялось, вот это предпочтение, понимаете? И вот Всевышний, э, значит, не дал ей возможности рожать, понимаете? И вот там есть это очень какая, это самая такая вот, а, очень тонкая такая вот вещь. Сейчас я найду это. Сейчас, извините. Вот. И вот когда Рахиль увидела, что она не родила Якову детей, она позавидовала Лее и сказала Якову: «Дай мне детей, а если нет, я умру». А Яков рассердился на Рахиль и сказал: «Что я вместо Бога, который не дает тебе плода чрева?» Понимаете? И вот здесь я подумал, что, может быть, это вот тоже намек на некоторую, так сказать, вот справедливость, вот что нельзя как-то вот в семейной или жизни, в чем-то вот как-то вот ситуации, нет, люди разные, это понятно, так сказать, но вот нельзя выделять кого-то, так сказать, против кого-то. И вот, может быть, это, вот это давно я еще, когда читал, эта вот мысль была такая. Не знаю, Рыба, может быть, это вот первое мое такое соображение. А второе соображение сейчас, это вот я вчера, когда перечитывал, пришло мне в голову, вот, значит, это пасук, глава это, мог сообразить, 31, да, 42. Вот если бы Бог моего отца, Бог Авраама и страх Ицхака не был со мной, ты бы сейчас отправил меня с пустыми руками. И вот здесь в Плауге есть этот самый комментарий как раз к 42-му этому пасуку. Смысл страха Ицхака, смысл не ясен. Ешиаху также упоминает Бога как страх ваш. Значит, вот я, это, честно говоря, вчера как-то, понимаете, мне вот какая мысль пришла в голову. Ведь Яков сын Ицхака, правильно? И история вот с жертвоприношением, она же в семье наверняка передавалась, понимаете? И, наверное, отец рассказывал, как ему было страшно, когда его положили на жертвенник и так далее. И вот это неспроста, вот это вот, как бы сказать, это ремарка такая, действительно странная ремарка, так сказать, но когда понимаешь, откуда это берется, в общем-то, смысл не ясен, по-моему, пропадает. Вот для меня, во всяком случае, я вчера это вот первый раз как-то на это обратил внимание, понимаете. Ну вот, собственно, у меня вот эти э, два так, соображения, что ли. Но вообще, это я вам скажу, это грандиозное удовольствие. Я вчера послушал вот это наше обсуждение, да, вот в прошлом году. И я стал читать, и вот вы знаете, эти смыслы, они открываются, открываются, открываются. И это какое-то немеренное вот наслаждение вот читать и вдумываться. Это, конечно, великое дело.
Да, Рабби, извините, я прервал вас. Ага. Это правда, это правда. Каждый год открывается обязательно что-то новое, особенно если посмотреть предыдущие. Если посмотреть предыдущие комментарии, а я сохраняю, мне лежат они записанные, то новые вещи. Я в этом году, например, я столкнулся с Терафим, который украла Рахель. Это маленькие башки семейные. Мгм. Вот. И масса всплыло примеров и о том, какие они могут быть. Но это мы потом, если будет время, поговорим об этом. А сейчас, если вернуться к предпочтению Якова, он предпочитает Рахель и совершенно спокоен, скажем так, спокоен относительно Леи, ну, просто выполняет свой супружеский долг, Да, и да. стой, но вот сердце его лежит. Это мы ведь часто говорим, что эта глава испытание наказания Якова. Ведь он обманул своего брата, он обманул своего отца, и все, что с ним теперь происходит, тоже обман. Ему не ту невесту подсовывают ночью, его обманули, его обманывают при расчете, каких овец ему можно брать, каких овец ему нельзя брать. Его вообще хотят всего лишить. То есть сама глава, она показывает причинно-следственные связи. То есть вот посмотрите, что случается с Яковом. Это потому, что в предыдущей главе он повел себя, так сказать, ну, многие комментаторы говорят, что если не говорить о пророческом его видении, то он повел себя, в общем-то, так сказать, как хитрован. Вот, он действительно обманывает. Даже если не была его инициатива, например, поставить себя вместо Исава, Да. это мать, но он идет. И если мы увяжем эти две главы, предыдущие, это мы же там встретим то же самое. Именно в предыдущей главе комментаторы сталкиваются с проблемой, что Ицхак любил Исава. И говорится, очень много комментаторов говорят о том, что нельзя в семье, в данном случае к детям, но вообще в семье, комментаторы не говорят к детям, они говорят, в семье не должно быть предпочтений. То есть вот такие семейные отношения, они должны быть, ну, что ли, равноправными, равноценными. Тем более, что, да, у нас в некотором смысле любовь, как гормональная буря, у нас встречается не так уж часто. В основном это браки либо вот потому что надо, потому что вот положение обязывает и так далее, и так далее. И семья в основном-то, я думаю, что древние люди как раз к этому подходили более рационально. Это то, что мы часто сейчас обсуждаем на недельных главах, и оно всплывает время от времени, о том, что браки – это только ради детей. Вот все удовольствия, которые мы получаем в браке, это побочный эффект. Хорошо, если повезло. А если не очень повезло, как сказал Сократ, женись в любом случае, будет жена хорошая, будешь счастлив. Будет плохая, станешь философом. Вот. Так и здесь получается, что дети самое главное, и вот, так сказать, в данном случае отношения должны быть равными для того, чтобы сами отношения в семье, ведь появляются и неприятные ситуации у нас, Сара и Агарь, тоже неравноправные какие-то позиции начали занимать две женщины. Рахель и Лея. Ведь помните, третьего сына зовут Леви. Корень Леви – это прильнет, в переводе означает прильнет. То есть вы говорили о справедливости. И вот то, что на Рахель было его чувство направлено Якова, а на Лею нет, и вы говорите о справедливости. Всевышний так делает, что Рахель не рожает, и это шанс. Это шанс для Леи получить заслуги. Мы называем их скут.
Схуд – это заслуги. То есть она рожает, и муж должен прильнуть к ней, потому что она, вот если говорить о том, что брак – это для детей, то получается, что она выполняет главную функцию в семье. Она ее продолжает. И поэтому нет-нет, да и да, Яков должен был обратить внимание на такую вот, ну, не то чтобы удачливую, но вот такую положительную, с положительными качествами такую девочку. Причем говорят о том, что часто бывает перевод, о том, что перевод, когда Лея была слаба глазами, и говорят, что она была подслеповата, или кто-то говорит, что даже косоглазие было, то есть, ну, страшненькое. Вот. А другие говорят, что нет, это слово можно перевести как милые, мягкие, милые и мягкие. То есть она была, в общем-то, доброй девочкой, очень такой покладистой, спокойной, с мягким взглядом. Рахель Дзига, прошу прощения за терминологию, Да, Рахель да, очень бойкая девочка. конечно, конечно. Это совсем разное. Это четко Разная, чувствуется. Да, она да, настойчивая, она вспыльчивая. Помните, может быть, я сейчас не помню, мы обсуждали в последнее время, по-моему, нет, пропускали эти главы, но есть анализ, как выходит Ривка, появляется перед Элиезером, когда он приходит ее сватать, и как выходит Рахель. Ривка яца. Яца означает «вышла». То есть вышла, наши мудрецы комментируют, вышла очень аккуратно и очень осторожно. Яца – это значит, что она была скрыта, и потом вышла откуда-то посмотреть, что же там случится. И только после того, как она убедилась, что все в порядке, то есть она блюдет себя, скажем так. И если вот все в порядке, тогда она выходит. А что делает Рахель? И Баа и Мацон. Она явилась вместе со стадом. И вот они говорят, вот есть разница между Яца и Баа. Вот явилась, пришла, она, ну, скажем, вот тут ее характер проявляется. И она во всем такая. Она и у папы украла Трофима, и она потом к Якову подходит, дай мне детей. Вот это же приказ, а то я умру. То есть она еще и шантажирует. да, Дай да, мне да. Она детей. жесткий Да, такой характер, вот. властный, да, да, То да, да. есть, а аллея мягкая, и вот у нее вполне есть шанс заслужить расположение своего мужа и своим мягким характером, и своей, ну, скажем так, вот, положительной функцией в семье. Так что да, справедливо Всевышний мог посмотреть и дать ей шанс. Потому что если бы не это, то вот все бы досталось только Рахели, а Лея была бы на задних планах до конца своей жизни. Нет, Рахель То есть, как раз наказана. вот Она может быть, знаете, я сказал справедливость, и может почувствоваться, что а чего здесь было несправедливо. Вот я бы, может быть, более другое чуть слово использовал бы асимметрию, понимаете, вот Всевышний не допускает асимметрию вот в семье, там вот, понимаете, не должно быть. Вот то, что вы сказали, не должно быть предпочтений внутри семьи. Вот это вот неважно на каком уровне, так сказать. И вот это вот как раз тоже для нас урок, понимаете. Хотя там, ну, сейчас двоеженство, там, двоемужество, так сказать, там и так далее нет, но вот урок в том, что вот асимметрии в семье быть не должно. я как раз записывал ваш вопрос и в скобочках написал неусвоенный урок. Яков не усвоил, что предпочтение в семье поссорили его с братом, Да, вот, и кстати, то же вот, самое в вот, следующей вот, главе да, да, да. он тоже получает своеобразное наказание, потому что умирает как раз Рахель, его любимая жена, и он остается с ней. И вот неусвоенный урок из предыдущей главы, он перенесен на эту главу, и опять описывается предпочтение, и опять описывается, так сказать, наказание. Там Исав Да, получает наказание, а тут Яков получает тут я. наказание. Да, и теперь второй вопрос – это
если бы не страх отца моего. Как-то я пытался, мы с одной очень хорошей девушкой, мы перебрали огромное количество случаев, когда встречается слово «ира», страх, или когда «пахад», страх, то есть в еврейском языке, в иврите, очень много синонимов слову «страх». Это говорит о чем-то, потому что язык отражает менталитет. И мы можем себе представить, что в связи с историей столько синонимов, и в связи с религией, потому что Всевышний очень часто, особенно у пророков, он очень часто гневается, он очень часто наказывает, причем наказывает очень серьезно. Мы, конечно, очень переживаем, когда большое количество людей погибает, но у Исаии там есть фраза, поражающая своим страхом. Он говорит, 10-я часть от вас останется. 10-я. Не 10-я умрет, а 10-я останется. И я все равно вернусь, и все равно будет. То есть это, я понимаю, что это гипербола, но в то же время это религия очень часто базируется на страхах. Мы с вами это знаем по последним главам Торы, мы их будем читать к концу августа следующего года. И мы помним в последних главах, что проклятие там 75%, 25% награды за то, что ты будешь слушаться законов Всевышнего. Но проклятие там же страшное, там будете есть плоть детей своих, и будет проказа, и, в общем, и болезни, и войны, все у вас будет. То есть на страхе у нас есть, мы знаем с вами, это еще из Когелета, и потом это развито уже в еврейской и литературе, в еврейской мысли о том, что начинается с фразы «страх перед Богом – начало мудрости». Другое дело можно понять, можно добавить эту фразу «начало», а не конец. Понятно. И поэтому у нас с вами есть другая фраза. «Ве'аhavta» – это «Дунай элокеха бехоль-леваха». «Полюби Бога своего всем своим сердцем, всем существом своим». Это продолжение страха, но начинается со страха, как и в детстве, наверное, как и в детстве. Мы же сейчас говорим о детстве нации. Это самые первые шаги в истории еврейского народа. И поэтому страх, да, он в некотором смысле нужен и важен. Потом страх проходит. Вы знаете, и с возрастом страхи проходят. Чего-то уже перестаешь бояться. Но связи, которые ты приобрел вот в начале через страх, эти связи потом принимают другие формы. Ну, если раньше там маму, папу боялся, потому что наказывали, предположим, время от времени, то потом уже перестаешь их бояться, ты уже становишься сильнее, старше, и, может быть, иногда и в чем-то более знающим человеком. И тогда появляется вот любовь, привязанность, что-то другое, заменяется. Самое главное – это не терять этих отношений. Самое главное – не терять, а менять форму. Но начало может быть вполне страх. Поэтому в самом начале очень часто, особенно у пророков, будут упоминаться слово «пахад», «ира», «манова гамакомазе». Это вот сейчас он говорит, как страшно это место, а я не знал. И Да. трепет. Мы часто переводим, что это не животный страх перед смертью, там, это не страх хищника, который может на тебя напасть. Нет, это имеет другую природу. Страх, который евреи упоминают в текстах, это всегда чаще переводится как трепет. То есть ощущение, сознание огромности Создателя. Он огромен, потому что я смотрю на мелкие вещи вокруг себя, и они огромны. То кто же их создал, насколько он должен быть больше, чем то, что он создал. И тогда вот
сказать, расширяется сознание и понимание приходит, более глубокое понимание. Так что страх Ицхака – это начальные формы, они потом переходят в другие. Мне понравилось на эту тему, вот бояться, не бояться, вообще просто. Одна была баечка, очень красивая, хасидская. Идет ребе со своим учеником, идет по улице и вдруг встречает старого знакомого. И ребе знает, что он контрабандист. Это, понятно, 19 век. И он говорит ему: ну, как твои дела? Называет его по имени. Он говорит: да, все хорошо. Царская охранка за мной гоняется, таможня пытается меня поймать, а я каждый раз в новом месте причаливаю, привожу свой товар, все в порядке. Он говорит: ну хорошо, удачки тебе дальше. И пошли они, продолжают свое движение. Ребе поворачивается к ученику и говорит: вот посмотри, вся царская охранка не может запугать одного человека, он все равно пробивается и делает свое дело. У нас нет ни полицейских, ни прокуратуры, и все слушаются заповеди Бога. Вот это другой уровень. Это другой уровень, это не страх. Это Конечно, другое ощущение, когда ты делаешь потому, что ты хочешь это делать. Это вот другое чувство. это на самом деле, это вот тот страх, о котором здесь говорится, это да, это совершенно не тот страх, вот как мы, животный страх или какой-то, это скорее, понимаете, попытка, э, боязнь выйти за пределы некоторых установлений, понимаете, и вызвать на себя гнев, понимаете. То есть это, опять же, структурирование, так сказать, жизни. И вот нарушение этой структуры. А с возрастом страх, вот, на мой взгляд, он меняется, он насыщеннее, богаче становится. Ну да, в детстве действительно. Ну, я вот самое как-то вот с родителями у меня не было никогда, что страх, уважение было. А вот, значит, хотя и наказывали, так сказать, это самое, там, в самом детстве в угол ставили, так сказать, вот. Но страха не было. А вот я хочу сказать, что, понимаете, с возрастом эти страхи вот такого мелкого уровня переходят в страхи, ну вот опять же, это вот боязнь, вот это нарушение структуры, причем вот структурированности жизни. Вот это вот важная вещь, как мне кажется. Э, Вот этот страх. Ну, структурированность жизни, предопределенная заповедями и так далее, и так далее. Вот это я считаю, что вот важная компонента нашей жизни. Да, тут скорее даже не страх получить наказание, сколько Да, нежелание. да. Причем Нежелание разрушить эти структуры. Совершенно да, верно. Да. удивительно. Мы не знаем, расстраивается ли он, но точно расстраиваемся и мы. Да, То есть нежелание расстраиваться, потому что у нас уже весь закон нас обвиняет в том, что закон у евреев, он вне человека. Да какой там вне? Уже очень давно закон перерос в мораль, закон внутри нас. Мы не хотим его нарушать не потому, что нас накажут, не потому, что нас рассеют там, или какие-то. Нет. Как мы уже говорили, это другое чувство, когда ты не хочешь расстраиваться и расстраивать, потому что ты уже понял, насколько это мудро. Мы же говорим, заповеди нужны только самому человеку, только ему, больше никому не нужно. Он хочет, чтобы их выполняли не потому, что он в чем-то нуждается, а потому что он нас спасает. Он нам дал инструмент спасения, а мы им не пользуемся. И, конечно, он расстраивается, и мы расстраиваемся. Это такой взаимный процесс. Это вот то, о чем я когда-то говорил, что когда вот эта Вавилонская башня строили, конечно, Всевышнему проще всего было бы, ну, строить и строить. Кто-то там кирпичи делает, кто-то там. Но вот он-то дал нам возможность выбирать, возможность развиваться в разных направлениях. Понимаете? И вот тут, конечно, так сказать, мы расстраиваемся. Он тоже расстраивается, об этом тоже есть
Торе много, так сказать, вещей, когда он гневается на то, что опять народ, так сказать, не в ту сторону пошел. Конечно, расстраивается, конечно, гневается, так сказать, но прощает. Вот это вот самое главное. И немножечко еще по Рахели. Почему она, почему она рано умирает? Мы с вами говорили когда-то, обсуждая в прошлом году Бильяма. Бильям вот не проклял же еврейский народ. Но мы говорим, ну что ж его так, в общем-то, комментаторы все время про него плохо говорят. И Исаак ничего пока еще не сделал. У нас есть такие фразы из Мидрашей. Я сужу человека за то, какой он есть, а не каким он будет. Вот есть в одном такой комментарий. Поэтому Исаак, пока ничего не сделавший, он вроде как бы и не заслуживает того, чтобы его порицать. А комментаторы порицают с самого начала. Почему? Потому что они знают результат. Они знают и про Амалека, и про войну, а это потомки, и про, так сказать, комментаторы знают всю литературу, и они знают, что Исав никогда, нигде, ни разу не пустил возможность, чтобы навредить Якову, и поэтому с самого начала нужно его выставлять вот в таком свете. То есть это по результату. И когда мы говорим с вами о Рахеле, наши комментаторы тоже говорят о том, что здесь все взаимосвязано. И результат надо трактовать вот в этом смысле. Поэтому, если мы знаем, что Рахель рождает всего 2 детей и на предпоследних родах умирает, мало того, она похоронена возле дороги, просто на обочине. Ее не в пещеру повезли. Значит, то значит, она что-то сделала не так, и не только, но еще какие-то должны быть обстоятельства. И вот, да, действительно, она сделала одну очень большую ошибку. Я вот вчера много об этом читал в комментариях, большую ошибку, то, что она у папы украла трофим. И многие комментаторы начинают говорить, там, было ли это хорошо, было плохо. Многие говорят, что очень плохо. Во-первых, это потакание язычеству. Есть комментаторы, которые говорят, да нет, это хорошо, потому что она знала, что это папа, колдун, и вот может узнать по трофеям, куда они идут, и в общем она спрятала так, чтобы спасти свою семью. Разные, очень разные комментарии, но это в некотором смысле вот самый большой грех, который можно совершить против Бога. И уже за это она как бы должна быть наказана. Но тут вмешивается еще и Яков. Потому что в нашей главе он невольно, он предрекает ее судьбу. Он говорит, когда Лаван приходит и говорит, трофим пропали. Терафим их называют. Да, вот, я понял. Трофим пропали. Он говорит, иди, ищи, и у кого найдешь, тому не жить. Не жить, да. А вот в этот момент, когда он поклялся, а это клятва, это недер, да. Когда он поклялся, фактически помолился, а мы с вами говорили, лестница Якова – это наши молитвы, ангелы восходящие – это наши молитвы. Он помолился о том, что этот человек жить не будет, ну вот. И сбылось. Она совершила грех, мало того, что воровство грех, да еще и идолов, это второй грех. И он поклялся. У нас похожая история есть в книге Шафтим. Очень такая трогательная история про одного из судей, зовут его Ифтах. Да. Зовут его Ифтах, это Шафтим 11 глава. И он идет с аммонитянами воевать, и он дает недер. Он говорит, выходящего. Я уж не знаю, на что он рассчитывал. Я вспомнил, о чем идет. Может быть, он думал, что коза, овца, корова выйдет, не знаю. Но он сказал, выходящего из дверей
города моего, дома моего, я принесу леода, я принесу жертвоприношение. И мы знаем, что он победил, он рад, возвращается, и выбегает его дочь. Дочь, да. Сказал, и она ему говорит, все, что вышло из уст твоих, Богу делай. И в данном случае Якова тоже сбывается. То есть Всевышний должен осуществить то, что, вот, о чем человек молился. В том случае с Ифтахом он дает ему победу, но забирает его дочь. А в этом случае он выполняет то, что сказал Яков. Очень, конечно, трагично, что человек, не ожидая сам того, он накликает беду на своего близкого, на своего любимого. Именно поэтому я целую беседу приготовил по поводу появления молитвы. Но именно поэтому нам запрещено, ну, по крайней мере, не поощряется, так уж точно, но запрещено читать молитвы без сидура по памяти. Мы можем ошибиться. И вот Да. маленькая ошибочка в тексте может послужить молитвой, и мы не знаем, как она победит. А сидур – это гарантия того, что ты скажешь какую-нибудь молитву, которую ты не хотел, ты по любви сказал эти слова, но они принесли вред другому человеку. В сидуре все слова, начиная со 2 века новой эры и по 860 год, 840 год, до первого сидура раби Амрама, это отшелушивалось, это шлифовалось, это подбиралось так, чтобы ни одно слово не было во вред хоть кому-нибудь вообще. Вот в данном случае мы имеем пример молитвы непродуманной. Вот. И молитва как продуманная часть, то есть то, что закреплено сидуром, является для нас тоже, так сказать, хорошим напоминанием, насколько же надо быть осторожным, когда ты что-нибудь говоришь. И все-таки мое отношение к этой краже башков, вот в прошлом году я об этом говорил, я все-таки легче отношусь, и вот что это, ну, такие, как бы сказать, игрушечки. Ну, я исхожу из того, что и Рахель, и Лея, они все-таки приняли веру Якова, то есть нашу веру, и они были, так сказать, вот об этом, кстати, комментаторы пишут, что она забрала этих башков, чтобы Лаван был, так сказать, не молился этим самым башкам. Но мое, вот я говорю, ощущение, что это было не, вот, ну, как это сказать, такие домашние игрушечки, понимаете, которые, ну, когда из дома уезжаешь, там, и навсегда, по-видимому, чтобы что-то напоминало, допустим, понимаете. Мне как-то трудно представить себе, что Рахель, как бы сказать, вот живущая в этой обстановке и так далее, чтобы она действительно, это вот были какие-то подспудные такие вот идеи, что это башки там, и надо, так сказать, там, ну, не могу я в это поверить, так сказать, да, ну, не знаю. Вы знаете, язычество имеет очень глубокие корни в человеческой психологии, очень глубокие корни. Да, это верно, да. И сейчас, разговаривая в том числе о нашей религии, и глядя на другие религии, мы видим элементы язычества. Мы видим элементы язычества, которые вот ничем не искоренимы. Ничем не искоренимы. Люди верят. Ну, я вам рассказывал, пришла ко мне девочка, рассказала, что у нее все плохо, и муж, и дети, и работа. Я ее спросил, ну что хочешь, чтобы я на столе переставил предметы в другом порядке и стало хорошо? Она говорит, да. Да. То есть вот навести порядок на столе, что-то поставить в порядке, и у тебя будет порядок. Ну да. Но она даже не помолилась. Она даже псалмы не читала. Она даже не... Ну, вот это совсем другое мироощущение. И оно глубокое в психологии заложено. Может быть, это как раз... Не нужно рассказывать о том, что правильно.
Вот в данном случае. Потому что мы обижаем людей, которым помогают какие-то мелкие деталечки, они им помогают. Ну, помогают, слава Богу, хорошо. Только мы должны размышлять, разговаривать о том, как же все-таки найти отношения с Богом. Не Конечно, предметами конечно, манипулировать, конечно. а с Богом найти отношения. Поэтому вот эти трофимчики, терафимы, они до сегодняшнего дня, только они поменяли форму. Но нет, да и да, иногда можно встретить дома что-то, что человек использует как вот манипуляцию. Я не очень это люблю, но Вы сейчас очень важную вещь сказали, Ребе. Это, возможно, знаете, откуда идет и почему, так сказать, вот я сейчас вот задумался об этом. Это, наверное, надо отдельную беседу этому посвятить. Это идет вот откуда. Смотрите, для части людей надо глубоко, так сказать, проникнуться чем-то там, чтобы понять и так далее. А для части людей вот эти вот маленькие предметы, расставленные в нужном порядке, дают им вот это поверхностное успокоение, что называется. Им этого достаточно. Им кажется, что этого достаточно. Понимаете, вот это вот важный момент. А это значит, есть, как бы сказать, разная, ну, психология, что ли, у людей, понимаете? Кто-то копает, а кто-то удовлетворяется тем, что вот расставил эти фигурки, так сказать. Все. У меня у самого это самое есть, знаете, я очень люблю в разных странах там покупать всякие кувшинчики там и так далее, знаете, вот как напоминание, там иногда бюстики вот из Индии там этих привез этого самого Ганеша, ну, вот это их бог чего-то. Но вы понимаете, что за вот этими вещами я их кладу и потом забываю о них. Вот у меня аж полка лежит, и я просто о них там вспоминаю, когда только если мне надо что-то рядом достать. Вот. Но для многих людей вот эти, ну, амулетики, я не знаю, как это назвать, так сказать, для них это очень важную роль играет. Вот взять, вот действительно переставить или что-то. Но это вот только вот, возможно, это тип сознания, понимаете? Кто-то копает, а кто-то вот... ну, тут мы все должны расти и вырастать. Кто-то нас опережает и доходит до больших открытий, кто-то за нами еще. Мы все вместе, все, как еврейская религия, мы приходим, отбираем то, что не подходит, удаляем то, что не подходит, развиваем то, что действительно ведет к Всевышнему. Это очень большая работа. И Это вот три работа, конечно. тысячи лет это детство. 3000 лет Да-да, это абсолютное детство. просто Да. впереди много-много размышлений. Мне в этом смысле нравится, мы чуть дальше будем читать, Моше спрашивает, как тебя зовут? Всевышний, он говорит, они Гия, Шерегия, я буду, каким буду. И один из комментариев, очень правильный, очень хороший, я буду таким, каким буду. То есть таким, каким ты сможешь меня понять. Вот сможешь меня понять вот таким? Окей, хорошо, я буду таким. А сможешь меня вот так понять? Я буду таким. И чем больше ты будешь понимать, тем лучше, тем ближе ты ко мне. Так и получается. Ну, так идем потихонечку. Так и идем потихонечку. Спасибо, Ребе.